Пундарика Видянитхи, 3 век, был так дорог Господу Чайтанье, Махапрабху, что Господь Чайтанья иногда даже плакал в разлуке с ним. So Pundarik Vidyanidhi was an incarnation of King Vrishabhanu. Пундарика Видянитхи был воплощением царя Вришабхана. The father of Radharani. Это отец Радарани. When Lord Chaitanya met Pundarik Vidyanidhi, they embraced for a long time. Когда Господь Чайтанья встретил Пундарику Видянитхи, они заключили друг друга в объятия и обнимались долгое время. Lord Chaitanya called him Bap, Bap, Father, Father. Господь Чайтанья называл его отцом. Because Lord Chaitanya was in the mood of Srimati Radharani. Поскольку Господь Чайтанья был в умонастроении Шримати Радхарани. And Lord Chaitanya called him Premanidhi, ocean of ecstatic love of Krishna. No, Lord Chaitanya called him А Господь Чайтанья называл его океаном Premanidhi. Преманидхи, океаном премы. Later, Pundarik Vidyanidhi became the spiritual master of Gadadhar Pandit and an intimate friend of Swarup Damodar Goswami. Позднее Пундарики Видянитхи стал Pundarik Vidyanidhi became the spiritual master of Gadadhar Pandit стал духовным учителем Гададхары Пандита and an intimate friend of Swarup Damodar. и близким другом Сварупы Дамодары. Swarup Damodar, the secretary of Lord Chaitanya, as we mentioned yesterday, is a highly advanced devotee. Сварупа Дамодара, как мы упоминали вчера, это секретарь Господа Чайтаньи, очень возвышенная личность. So we can understand, since Pundarik Vidyanidhi became his intimate friend, Pundarik Vidyanidhi also on a very high level of Krishna consciousness. И мы можем понять, если Пундарики Видянитхи стал близким другом Сварупы Дамодары, он тоже был на очень высоком духовном уровне. He appeared in Chattagram in East Bengal. Он явился в деревне Чаттаграм в Западной Бенгалии. This is southeast Bengal. Это юго-восточная часть Бенгалии. It's quite far away from Navadvip. Довольно далеко от Навадвипы. Today, in today's geography, it is situated in Bangladesh. Сейчас эта территория входит в состав Бангладеш. Near to the border of Myanmar or Burma. Рядом с границей с Мьянмой и Бирмой. Actually, when ISKCON began preaching in Bangladesh, we had initially gone there in April 1977. В апреле 1977 года, когда мы только начинали проповедовать в Бангладеш, мы пошли туда, поехали туда. But at that time, I think in June 1977, Mayapur temple was attacked. Но тогда, в июне 1977 года, на Майяпурский храм было совершено нападение. Some local Muslims thought that the deities were made of gold. Какие-то местные мусульмане посчитали, что божества сделаны из золота. And they tried to attack the temple and steal the deities. И они совершили нападение на храм и попытались украсть божества. But the devotees shot some guns in the air. Но преданные выстрелили из ружей в воздух. They're very simple pellet guns, you know, not really. Это были обычные такие винтовки. And just to scare them away. Не револьверы. Просто чтобы отпугнуть этих злодеев. So the Muslims complained to the local police. И мусульмане нажаловались местной полиции. And the police arrested the devotees. Полиция арестовала преданных. And put them in handcuffs. Прицепила им на руки наручники. And they paraded them through the Navadvip streets. И прошли они такой процессией по улицам Навадвипа. And it came in all the newspapers.
И во всех газетах об этом писали. Шрила Prabhupada was really, really upset. Шрила Прабхупада очень был огорчен. And he wasn't upset with the devotees, but he was upset with the police. Он, естественно, не был огорчен поведением преданных, он был огорчен от действий полиции. And he was upset with the newspapers also. И его также огорчило то, что было написано в газетах. Because in newspapers they often criticized ISKCON in those days. Поскольку в те времена в газетах очень часто критиковали ИСККОН. ISKCON didn't have a lot of local Indian devotees. В то время членами ИСККОН, в то время не было много местных индусов членами ИСККОН. Most of the devotees were foreigners. Большинство преданных были иностранцы. Many were from America. Многие были из Америки. And the newspaper, especially the low-class newspapers, were criticizing that ISKCON is the CIA. И в газетах писали такую ерунду, что ИСККОН, члены ИСККОН, это КГБшники, Центральное разведывательное управление, аналог КГБ в Америке. Нет, КГБ. And Srila Prabhupada, he was so upset by this. Прабхупаде это очень не понравилось, он был очень огорчен. There's an interesting conversation in Hyderabad. В Хайдарабаде произошел интересный разговор. It took place actually just after Janmashtami, 1976. Это было в 1976 году, сразу после Джанмаштами. Prabhupada went to Hyderabad to install. There was a new temple constructed there, and Prabhupada went to install the deities. Как долго это может? К тому времени там был построен храм, и Прабхупада поехал туда установить божества. Yeah, so he went to install the deities, and there was a very nice newspaper article in the Hyderabad newspaper. Да, он поехал туда устанавливать божества, и в газетах Хайдарабада были очень хорошие статьи, напечатаны после этого события. Not only about the opening of Не the temple. просто об открытии храма и не об установлении All божеств. ISKCON's activities all over the world were described. В этой статье были описана вся деятельность ИСККОН по всему миру. So devotees were reading this to Prabhupada. И преданные прочитали эту статью Прабхупаде. And especially one newspaper that was criticizing ISKCON was called Blitz. Одна газета, которая критиковала ИСККОН, называлась «Блиц». So Prabhupada said, we must send this article, good article, to the editor of Blitz. И Шрила Прабхупада сказал, мы должны отправить эту статью, эту положительную статью редакторам газеты «Блиц». He said, because this is not CIA money. CIA? CIA. Потому что Прабхупада сказал, это не деньги ЦРУ. This is Bhaktivedanta Swami's money. Это деньги Бхактиведанты Свами. He said, son of India. Сына Индии. He has gone to the Western countries. Он отправился в страны Запада. And he has spread Indian culture all over the world. И распространил индийскую культуру по всему миру. And Bhaktivedanta Swami has written so many books. Бхактиведанта Свами написал так много книг. And his followers and disciples are selling these books every day, many lakhs of rupees. И его последователи, его ученики продают эти книги и зарабатывают таким образом много лаков рупий. And Bhaktivedanta Swami is bringing this money to India. И Бхактиведанта Свами приносит все эти деньги, собирает все эти деньги в Индии. In order to build beautiful temples. Чтобы построить прекрасные храмы. And to preserve and develop Indian culture. Чтобы сохранить индийскую культуру и развивать эту культуру. So this is very glorious. Это очень похвально. Bhaktivedanta Swami is a glorious son of India. Бхактиведанта Свами прославленный сын Индии. This is Bhaktivedanta Swami's money, Bhaktivedanta Swami's business, Bhaktivedanta Swami's money. It is not CIA money. И это деньги Бхактиведанты Свами, это бизнес Бхактиведанты Свами, никакого отношения к ЦРУ не имеет.
and Prabhupada also said this question was raised in the Indian Parliament. И Шрила Прабхупада сказал, этот вопрос поднимался в правительстве, в парламенте индийском. And the Home Minister replied, we have no such information that this is CIA money. И министр внутренних дел сказал, что у нас нет никакой информации, подтверждающей, что эти деньги ЦРУ. ISKCON gets its money by selling books and by collecting donations. ИСКОН зарабатывает свои деньги, получает деньги, продавая книги и собирая пожертвования. So we can say Prabhupada's attitude, he was very strongly opposed to this kind of negative criticism of ISKCON. Вы можете понять, какое было настроение Прабхупады. Он был, то есть он резко отзывался о любой оппозиции. Say that again? Say what you want. He was strongly opposed to any such criticism of ISKCON or himself. Ему не нравился критицизм ИСКОН, критика ИСКОН, и он Or himself, or criticism of himself. защищал ИСКОН от подобной критики. And he also did not appreciate criticism of himself. И также ему совершенно не нравилось, когда другие критиковали его. So, when this incident happened in Mayapur, then again negative coverage in the press. Когда произошла эта история в Майяпуре, то снова в газетах появились негативные, отрицательные статьи. Prabhupada felt, really hurt and sorry to see the pictures of the devotees in a handcuff. Прабхупаде просто разрывалось сердце, когда он видел, как на этих фотографиях преданных наручниках. And we were in Bangladesh and we were doing, big public programs. Мы в то время были в Бангладеше и проводили большие публичные программы. Bangladesh is a densely populated country. Вы знаете, что Бангладеш очень густо населенная страна. So, we would just go to some village, go to the local temple and arrange a program. Мы приезжали в какую-нибудь деревню, шли в местный храм и организовывали там программу. Somehow the news would spread among the villagers. И слухи разлетались очень быстро по всей деревне. And in the evening there would be thousands of people. И вечером уже приходило тысячи людей приходили. We had some books, small books like Gitar Gan, Prabhupada, the first Bengali book that he printed. У нас были маленькие книжки с собой, такие брошюры, например, Гита Гьян, знания Гиты, напечатанные на бенгале. But when we would put them on the book table to sell the books, huge numbers of people would come and they would knock over the book table and knock the books on the floor. Everyone was trying to take books. Мы раскладывали книжки аккуратно на столике, но люди приходили огромной толпой, наваливались на этот столик, скидывали его, то есть опрокидывали все книги, все так страстно хотели получить книги. So we had to sell the books then. The book distributors would stay inside a room, locked room, and through the window, the bars, they had these bars on the window, sell the books through the bars on the window. И нам приходилось делать следующее. Распространитель книг, он на самом деле находился в комнате и протягивал книги через решетки оконные, чтобы люди его не смели. So, like that, we were doing many programs in remote villages. Мы проводили много подобных программ в удаленных уголках Бангладеш, в деревнях. We were in the part of Bangladesh called Sundarbans. Мы были в той части Бангладеш, которая называется Sundarban. Ban, like Vrindavan, Ban, forest, and Sundar, beautiful forest. Бан это все равно, что как слово Вриндаван тоже есть, это лес, а Сундар это прекрасный, то есть деревня называлась Прекрасный лес. Sundar Krishna. Не деревня, а вся область. Sundar Krishna, beautiful Krishna. Сундар Кришна это прекрасный Господь Кришна. Etc. So anyway, we were that place you could only go by boat. You had to go far into the, it is near to the ocean, where the Ganga comes to the ocean.
Для того, чтобы добраться до той деревни, нужно было очень долго ехать на лодке, потому что это все находилось в дельте реки, там, где Ганга впадает в океан. There in the Sundarban, you can find the Royal Bengal tiger. И там, в этом Сундарбане, в этой местности, можно повстречать королевских бенгальских тигров. Anyhow, the police suddenly came and arrested us. И внезапно к нам заявилась полиция и арестовала нас. And they took us in the ferry boat, overnight ferry boat, back to the capital city. И они погрузили нас на паром, и мы ехали на этом пароме всю ночь, они привезли нас в столицу. They took us to the office of the National Director of Security and Intelligence. И они привезли нас в офис одного высокопоставленного полицейского. What's his? National Director of Security and Intelligence. Самый главный по безопасности и intelligence. Ну, какой-то очень важный титул, важный человек. Intelligence, need to find out. Like the director, like ЦРУ director. Ну да, то есть почти то же самое, что ЦРУ, только в Бангладеше. And on his desk there were many newspaper cuttings. И на его столе лежали огромное количество разных вырезок газетных статей. From all the Bangladesh newspapers. Со всех газет Бангладеша. And it also showed the devotees arrested in India. И он показал нам это изображение, где преданные были в наручниках, арестованные в Индии. This photograph also published in the Bangladesh papers. Эта фотография была напечатана в газетах Бангладеша. And it said, cruel foreign Vaishnavas shoot the timid Muslim villagers. И статья гласила, что жестокие иностранные вайшнавы застрелили, или запугали мусульман. Скромных, порядочных мусульман. So he said to us, it's too dangerous for you to go around doing the big programs in this country. И он нам сказал, ребята, слишком опасно вам сейчас будет ездить по деревням и устраивать программы. Because Bangladesh Muslim majority. Потому что в Бангладеше большинство населения мусульмане. So he said you have to leave this country. Вам надо покинуть эту страну. He gave us a letter. You must leave within 7 days. Он дал нам такое письменную такую записку, что мы в течение 7 дней должны покинуть страну. But fortunately, he told us you can come back later. Но, к счастью, он нам сказал, позднее можете возвращаться. He didn't put us in any blacklist. Он не поместил нас в какой-то там черный список. So we then I went to Vrindavan to meet Шрила Прабхупады. Мы поехали во Вриндаван, чтобы повстречаться со Шрилой Прабхупадой. Джи-Би-Si gave me a letter describing our preaching activities in Bangladesh. Джи-Би-Si с вами дал мне письмо, в котором он описывал всю нашу проповедь, весь успех нашей проповеди в Бангладеше. Letter for Шрила Прабхупады. Это письмо было адресовано Шриле Прабхупаде. So it was in early August, I think, that I met Шрила Прабхупады there in Vrindavan. Это было в начале августа, и я встретил Шрилу Прабхупаду во Вриндаване. He was sitting on his veranda, on the balcony of his house. Он сидел на своей веранде, на балконе своего дома. And he was very pleased to hear about the preaching. Он был очень доволен, услышав о нашей проповеди. And he also encouraged me to go to Nepal. И он также вдохновил меня поехать в Непал. He actually told a story about a Bengali poet. Он рассказал нам историю об одном бенгальском поэте. Michael Madhusudan Datta. Как его звали? Майкл Мадхусудан Датта. He was a Bengali Christian. Он был христианином, бенгальцем. And he went to England. Поехал в Англию. There he spent all his money. Потратил там все свои деньги. And then he was begging different gentlemen, please help me, give me some money. И ходил, просил подаяния. Пожалуйста, дайте мне денег. So
No one was giving him money. Никто ему ничего не давал. But finally, one gentleman called Vidyasagar gave him some money. Но в конечном итоге один джентльмен, Видясагар, дал ему денег. So this poet, he wanted to thank this gentleman. И этот поэт хотел отблагодарить этого человека. So he glorified him. И прославил его. He said, "You have the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother." И он сказал такие слова: у тебя есть храбрость англичанина и доброта бенгальской матери. So he said, the British, they had a very large empire. Британцы, сказал он, имели очень огромную империю. In fact, it is said the sun never set on the British Empire. Вы знаете такое выражение: солнце никогда не заходит над Британской империей. So Prabhupada said, even America is your creation. И они сказали, он сказал, Прабхупада говорил, что даже Америка — это ваше творение. He said that the British were famous for courage and expansion. Прабхупада говорил, что британцы славились своей храбростью и духом завоевательским. So he said, in the same way, you should spread the empire of Krishna consciousness. И он нам сказал, таким же образом вы должны распространить империю сознания Кришны. Do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. Делайте это движимой храбростью англичанина и сердцем бенгальской матери. So I had the idea to go to Western country and collect some money so we could start preaching in Nepal. И мне пришла такая идея поехать обратно на Запад, собрать там пожертвования, чтобы потом отправиться с проповедью в Непал. Because every month, every foreigner had to change $150 in order to extend the visa. Потому что каждый месяц иностранцу приходилось обменивать $150 и продлять свою визу. But Prabhupada told me no need to go and collect money. Но Прабхупада сказал, не нужно отправляться собирать средства. He said, if there is one thing ISKCON has, it is plenty of money. Если что-то и есть в ISKCON, так это обилие денег. He said, you go to Nepal and start preaching. Он сказал, отправляйся в Непал и начинай проповедовать. And I'll send you money every month. Я буду посылать тебе деньги каждый месяц. Open a bank account in Kathmandu, and he said, Prabhupada said, I have some money in England. Прабхупада сказал, открой банковский счет в Катманду, в Непале. У меня есть деньги в Англии. How much you need every month? Сколько тебе нужно каждый месяц? I said, we are going 4 foreigners and 1 Nepali. Я сказал, у нас команда из 4 иностранцев и 1 непальца. So 4 times 150 is $600 per month. 150 умножить на 4, нам нужно $600 в месяц. Prabhupada said, no problem. Прабхупада сказал, без проблем. I'll send you it every month. Я буду посылать вам каждый день. Каждый месяц. Which he did, and it came from, Prabhupada had made a trust fund from his Guru Dakshin. Прабхупада, он на самом деле, у него был особый счет, особый фонд, где он хранил все те пожертвования, которые ему давали как Гуру Дакшину. Called the Mayapur Vrindavan Trust. Это так и назывался Майяпур Вриндаван Траст. And from the interest from that, he was sending us every month. И проценты у него, которые накапливались на этом счету, то есть в этом фонде, он ими распоряжался, он нам посылал. Later that trust constructed a very nice complex of apartments behind the Vrindavan temple. Позднее на деньги этого фонда были построены прекрасные здания позади храма Кришны Бхагавана. Prabhupada's idea with that trust was that, especially if there would be difficulty to maintain the deities in Mayapur and Vrindavan after his departure, at least from the interest from that fund, the deities could be maintained. То есть идея Прабхупады заключалась в следующем: если когда-нибудь в будущем, когда он уйдет, будут сложности
в финансировании поклонения божествам, в Майяпуре, во Вриндаване. То есть можно будет брать деньги из этого фонда, проценты, которые там начисляются. And he would also give grants and loans to different temples. И он также давал суды различным храмам. So in this way, Prabhupada encouraged us to start preaching in Nepal. Таким образом, Прабхупада вдохновил нас отправиться в Непал и начать там проповедовать. But he said also you should develop Bangladesh as well. Но он также сказал, нужно продолжать проповедовать в Бангладеше, развивать там. So we had the idea to go there like a little bit undercover. И мы решили поехать туда как бы под прикрытием. So we discussed with Srila Prabhupada some plan for doing that. Мы обсудили с Шрилой Прабхупадой наш план. That if the BBT would invest money for printing Bengali books in Bangladesh, Если BBT даст нам денег на то, чтобы напечатать книги на бенгальском языке Бангладеш, then part of those books could be kept in Bangladesh for distribution, то часть этих книг можно оставлять в Бангладеш и распространять их. and part could be sent to India, to Mayapur, West Bengal for distribution there. А часть этих книг можно отправить в Майяпур, в Западную Бенгалию, и там распространять бенгальский. And our devotees could get business visas as representatives of BBT. И нашим преданным можно будет получить бизнес-визы как представителям BBT, издательства. So Srila Prabhupada liked this idea, Прабхупаде эта идея понравилась. and he gave approval that the BBT should invest money for this purpose. Он дал разрешение, он дал добро на то, чтобы BBT вложила деньги в этот проект. So in this way, we were able to get business visas for 2 devotees. Итак, нам удалось получить 2 бизнес-визы для 2 преданных. One of them is quite famous devotee, Один из них довольно знаменитый преданный, Vyasaki Prabhu, the kirtan singer. Он очень знаменитый киртанер. Actually, he made condition to me that I should buy him a very expensive tape recorder. На самом деле он поставил мне условия, он сказал, что я купил для него очень дорогой звукозаписывающий магнитофон. So he could travel all around Bangladesh and to all the different kirtan melas. Чтобы он мог путешествовать по Бангладешу, устраивать там различные киртан-мелы. And then he would record all the different kind of, kirtaniers singing in different tunes. И таким образом он хотел собрать разные мелодии, он хотел записывать различные киртани, то, как они поют. So that's where he collected many of his melodies from. Именно так он собрал огромное количество различных мелодий. But anyway, he and another devotee called Ravi Das, they were able to enter Bangladesh undercover, we can say, as businessmen. То есть он и еще один преданный, Рави Дас, они таким образом смогли попасть в Бангладеш, можно сказать, под прикрытием, как представители BBT. And we rented one house in a nice area of Dhaka. Мы арендовали один прекрасный дом в Даке. So in this way, the preaching began again. И так началась там проповедь, снова возобновилась. Many people became interested and they would come to that house for kirtan regularly. И многие люди заинтересовались, они регулярно приходили в тот дом So на программу. some other devotees came, some other Western devotees came. Другие западные преданные к нам приехали. One of them was called Nistula Prabhu. Один из них был Ништула Прабху. And we sent him to this Chittagong to open another center. И мы послали его в это место, чтобы открыть наш центр там. What's the name of that place? Chittagong. Chittagong. Now it's a big city. Сейчас это большой город. So he managed to. We rented a small apartment there. Мы там арендовали для него, сняли небольшую квартирку. And he began preaching there. Он там начал проповедовать. So this place, the birthplace of Pundarik Vidyanidhi, is only about 20 kilometers from Chittagong city.
Это место, где родился Пундарики Нитхи, находится всего лишь в 20 километрах от того города. So the Vaishnavas there, they used to invite Nistula and other devotees to come for kirtan. И вайшнавы обычно приглашали Ништулу и других преданных на киртан к себе домой. So there's a nice property there at the birthplace of Pundarik Vidyanidhi. Сейчас там, на месте рождения Пундарики Видянитхи, хорошее очень сооружение. It's already there. That place already there since long. Оно было очень давно построено. No. That place, is called Pundarik Dam. Это место называется Пундарика Дама. So there was only a small bhajan kutir there. И там раньше находился только маленький баджан кутир. And these local Hindus, they were trying to build a new temple. И местные индусы, они пытались построить там большой храм. But they couldn't collect enough Lakshmi. Ну, они не могли собрать достаточно средств. So they proposed to ISKCON that we'll give the management of this place to you if you build a temple. И они сделали ISKCON такое предложение: мы отдадим вам это место, если вы сможете построить здесь храм. So we agreed. И мы согласились. And we made some contract with them. Подписали с ними договор. Some legal contract. Да, то есть официальный договор, контракт. And in this way, ISKCON became in charge of Sri Pundarik Dam. Таким образом, ISKCON сейчас руководит и сохраняет эту Пундарику Даму. We have constructed a nice temple there. Там построили прекрасный храм. Srila Jayapataka Maharaj installed the deities of Sri Radha Krishna there. Джайапатака Махарадж установил там божества Шри Радхи Кришна. He gave the name Sri Barshabhanabi Murari. Так он назвал эти божества Шри Баршабханаби. Murari. He explained Barshabhanabi means daughter of Vrishabhanu. Он объяснил, что Баршабханаби это дочь Вришабхану. And Murari is an enemy of the demon Mura. А Мурари это враг демона Муры. Because Bangladesh, a little bit dangerous place. Поскольку в Бангладеше, вы знаете, довольно опасно. There's some demonic personalities there also. Демоничные люди там тоже живут. So for protection, he gave that name. И для защиты он дал такое имя. So nowadays, it's quite nice. There's a guest house. В наше время там очень хорошо, там есть даже гостевой дом, гостиница. We invite all of you if you have time. И мы приглашаем всех вас, если у вас появится возможность и время, туда приехать. So holy place, Pundarik Dam. Это священное место Пундарика Дама. So this Pundarik Vidyanidhi then, he was a very wealthy person. Пундарика Видянитхи был очень богатым человеком. He had a big home there in Chalagram, and also in Navadvip he built a big house. У него было два больших дома, один там, в Чаттаграме, а другой в Навадвипе. And he used to dress very opulently. Он обычно одевался очень изысканно и богато. Beautiful silken clothes. Прекрасные шелковые одежды. Long hair with oil, perfumed oil. Длинные волосы, и они были умощены благовонными маслами. And his house, beautiful vases and beautiful furniture and cushions. В его доме были прекрасные вазы и различные подушки и украшения. So Mukunda Datta, once he asked Gadadhar Pandit, I want to show you a very great Vaishnava. Мукунда Датта сказал Гададхаре Пандиту: я хочу познакомить тебя с великим вайшнавом. So Gadadhar Pandit agreed. They went to meet Pundarik Vidyanidhi. Гададхара согласился, они пошли познакомиться с Пундарики Видянитхи. But when Gadadhar Pandit saw his house and his clothes and his furniture, he thought this person is a materialist. Но когда Гададхара Пандит увидел, какое у него там убранство дома, интерьеры и какие он носит одежды, он посчитал его материалистом. And then Mukunda Datta quoted some verse from the Srimad И Bhagavatam. тогда Мукунда Датта процитировал один стих из Шримад Бхагаватам. And immediately Pundarik Vidyanidhi fell into
transcendental ecstasy. И услышав этот стих, Пундарики Видянитхи тут же погрузился в трансцендентный экстаз. And he manifested all symptoms of trembling and crying, rolling on the floor. В нем проявились все симптомы экстатические, его тело начало дрожать, он стал кататься по полу, все признаки. And cushions were knocked here and there, vases were knocked over. И подушки летели во все стороны, и вазы падали, разбивались. Hair and clothes were in disarray. И тут же его одежда и волосы пришли в беспорядок. So then Gadadhar Pandit realized, he thought, I've committed offense. И тогда Гададхара понял, и на самом деле даже ужаснулся, что он совершил ужасное оскорбление. This is actually a great Vaishnava. Это великий Вайшнав. And therefore he requested Pundarik Vidyanidhi to give him initiation. И тогда он попросил Пундарику Видянитхи дать ему посвящение. Which of course is also appropriate. Gadadhar Pandit is also, considered a incarnation of Radharani. Sometimes Rukmini, sometimes Radharani, but anyway, basically same personality. И вы знаете, что Гададхара Пандит — это воплощение Радхарани. С одной стороны Радхарани, с другой стороны Рукмини, и так и Эдик объясняют. То есть совершенно логично было для него получить посвящение от Пундарики Видянитхи. So, another story about Pundarik Vidyanidhi involves his criticizing the pujari in the Jagannath temple. He was criticizing. Yes, or thinking critically, thinking in a critical way. Еще одна история, связанная с Пундарикой Видянитхи, это история о том, как он подумал оскорбительно об одном пуджаре. Джаганнат Такуре? About the pujaris. Просто о пуджаре подумал. Оскорбительно. On the day of Odan Shasti, which is the first day of winter, В день Адана Шасти, это первый день зимы, the deities in Jagannath temple are offered new clothes. Божествам в храме Джаганнатхи предлагают новые одежды. So the clothing was still stiff due to starch. И одежды, они были как бы накрахмалены, и поэтому они выглядели как такими твердыми. And Pundarik was thinking, why these pujaris, they didn't wash the cloth more so it become more soft. И Пундарики Видянитхи подумал, почему же пуджари не постирали одежды, не сделали их более мягкими, прежде чем предложить Господу. So then in the night he was sleeping. Ночью он спал. And Jagannath and Balaram appeared to him. И к нему во сне пришли Джаганнат и Баларам. And began punching him in the face. И стали избивать его, колошматить по лицу. Why are you criticizing our pujaris? Почему ты критикуешь наших пуджари? And he woke up in a shock. Он проснулся в шоке. And his face was all swollen. И его лицо было опухшим. So this very special transcendental lila. Это особая трансцендентная лила. Also nearby Pundarik Dam are the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta and Vasudev Datta. Недалеко от Пундарика Дхамы находится также Баджан Кутир Васудева Датта и Мукунда Датта. Yes. И Мукунда Датта. The original Bhajan Kutir of Mukunda Datta is still there. It is very old. Самый, то есть Баджан Кутир Мукунда Датта — это тот самый, который был в те времена. То есть изначально он очень старый. Tree branches are growing out of it. Там вокруг него разрослось дерево, и кажется, что дерево как бы растет из этого Баджан Кутира. The Bhajan Kutir of Vasudev Datta was destroyed by the Pakistan army in the liberation war of Bangladesh. Баджан Кутир Васудева Датта был разрушен, когда была война в Бангладеш, гражданская война, и пакистанские солдаты разрушили. But still, original foundation was there. Но там все еще сохраняется фундамент, изначальный фундамент, на котором стоял этот Баджан Кутир. So the family who lived there, they donated these Bhajan Kutirs to ISKCON. И семья, которая живет там, которая хранила, собственно, этот Баджан Кутир, они пожертвовали это место ISKCON. And ISKCON was able to build new Bhajan Kutir for Vasudev Datta. И ISKCON построил новый Баджан Кутир для Васудева Датты.
Srila Prabhu, he spent a lot of time to design that, the beautiful, what they call terracotta brickwork on the outside. Ништула Прабху, он сам сделал проект, дизайн, и построен этот баджан-кутир очень красиво, он отделан резным камнем, терракотом. Different designs on the outside, like Sankirtan parties, all in the brickwork. И там как бы из кирпича сделаны такие барельефы, например, изображающие Харинаму, изображающие преданных. So that's about 500 meters from Punjab down. И это примерно 500 метров? Yeah. 500 метров от Пунджаба до. So also very holy place. Тоже святое место. I was in Zaporozhye in Ukraine Yes. Last October. Интересно то, что я в прошлом октябре был в Запорожье, на Украине. And there's program. И там была программа у нас. And one Bengali devotee, he came to me after the lecture. И после лекции ко мне подошел один бенгалец, преданный. He said, I saw you when I was a small boy. И сказал мне, я вас видел, когда был маленьким мальчиком. He said, my family donated the land of those bhajan kutirs to ISKCON. Он говорит, что моя семья пожертвовала ту землю, где находится баджан-кутир ISKCON. So yeah, he was a son of that. Он был сыном этой семьи. Very nice donation to ISKCON. Очень замечательное пожертвование в ISKCON. Mukunda Datta, he was a class friend of Lord Chaitanya. Мукунда Датта был школьным другом Господа Чайтаньи. And Mukunda Datta was a very good singer. И Мукунда Датта очень хорошо пел. When Mukunda Datta sang in the courtyard of Srivas Prabhu, Mahaprabhu danced with his singing. Когда Мукунда Датта пел во дворе Шривасы Прабху, то Господь Чайтанья с удовольствием танцевал под это пение. When Lord Chaitanya for 21 hours exhibited ecstatic manifestation known as Sata Prahariya, когда Господь Чайтанья на протяжении 24 часов проявил такую лилу, как маха. Sata Prahariya. Сата Прахария. 21 hours. Это 21 час. Exhibiting ecstatic manifestations. Он проявлял экстатические признаки. Mukunda Datta inaugurated the function by his singing. И начало этого мероприятия было как раз в начале, как раз Мукунда Датта пел. So he was a liberal person. He used to go and listen to lectures by different speakers. Он, можно сказать, был человеком широких взглядов, ходил и слушал разных лекторов. And some of them were not very bona fide Vaishnavas. И некоторые были не подлинными вайшнавами. So Mahaprabhu, once when Mukunda Datta came to see him, Mahaprabhu refused to see him. И однажды, когда Мукунда Датта пришел повидаться с Господом Чайтаньей, он отказался с ним встречаться. Now he's listening to all these bogus speakers. Don't allow him to come here. Ты слушаешь всяких мошенников, проповедников, поэтому не приходи сюда. So then Mukunda Datta asked Swarup Damodar, please ask Mahaprabhu when I can meet him again. Свет? Свет? Харе Кришна. So then Mukunda Datta, he asked Swarup Damodar, Мукунда Датта попросил Сварупу Дамодару о том, чтобы он помог устроить ему встречу с Господом Чайтаньей. when will I be able to meet Mahaprabhu in the future? Когда же у меня получится встретиться с Господом Чайтаньей в будущем? And Lord Chaitanya replied,
after millions of births. И Господь Чайтанья ответил: спустя миллионы рождений. So when Mukunda Datta heard this, he was very happy. А когда Мукунда Датта это услышал, он очень обрадовался. He said that at least sometime in the future, again I will get the mercy of Mahaprabhu. И он говорит: хотя бы когда-то в далеком будущем я вновь получу милость Чайтаньи Махапрабху. So when Mahaprabhu heard of his joy, he said, all right, let him come back. И когда Махапрабху услышал о том, как он обрадовался этому известию, то он тут же позвал его: пусть придет. His brother Vasudeva Datta was a very great Vaishnava. Его брат Васудева Датта был великим вайшнавом. And he actually requested Chaitanya Mahaprabhu, let me take all the sinful reactions of all the living entities in the universe so they can all go back to Godhead. И он попросил Господа Чайтанью Махапрабху, его просьба заключалась в том, что он хотел взять на себя грехи всех живых существ, очистить их от всей скверны греховной и позволить им отправиться в духовный мир. Он хотел взять все на себя. So Prabhupada is even more merciful than Jesus Christ. Прабхупада говорил, что Васудева Датта еще более милостивый, чем даже Иисус Христос. But Mahaprabhu said, the living entities will be delivered by your desire. Krishna will not allow you to suffer. Но Махапрабху сказал ему: живые существа освободятся просто благодаря тому, что ты желаешь этого. Кришна не позволит тебе страдать, не допустит того, чтобы ты страдал. So we can say, these are very great Vaishnavas. Итак, мы можем сделать заключение. Это очень великие вайшнавы. Okay. Hare Krishna. Thank you. Any questions? Спасибо. Есть ли какие-то вопросы? Yes, please. Как научиться воспевать мантру очень внимательно? Не всегда получается. How can we learn to chant Mahamantra attentively? Keep trying, Продолжайте питаться. and associate with senior devotees, А также общайтесь со старшими преданными, serious devotees. с серьезными преданными. You know, it is said that if someone in previous life had performed devotional service or was very pious, then it's easier to be steady in Krishna consciousness. Говорится, что если человек в прошлой жизни занимался уже преданным служением и был благочестивым, то ему проще быть устойчивым в сознании Кришны. But if we're just beginning in this life, maybe a bit more difficult. Но если мы только начинаем в этой жизни, то, скорее всего, будет сложнее. More ups and downs. Больше таких будет скачков вверх и вниз. The only way to overcome is by steady practice. Но единственное, как мы можем справиться со всякими этими взлетами и падениями, просто продолжать стабильно практиковать. Keep trying. Продолжайте пытаться. Keep the association of the devotees. Продолжайте общаться с преданными. Engage in kirtan as much as you can. Пойте киртаны как можно больше. Visit the nice festivals. Посещайте хорошие фестивали. You're very fortunate here. На самом деле вы очень здесь удачливы. There's so many Vaishnavas. Так много здесь вайшнавов. You have a huge festival, maybe the biggest one in the world or one of the biggest in the world. У вас здесь неподалеку большой фестиваль, наверное, один из самых больших в мире. So this is a good opportunity Это очень хорошая возможность. to be Krishna conscious and advance in spiritual life. Да, то есть у вас есть все возможности, чтобы быть сознающими Кришну и продвигаться в духовном пути в этой жизни. As it said in English, we should count our blessings. Как говорится в английском, есть такая пословица: нужно подсчитывать свои благословения. We should feel grateful Мы должны быть благодарными for the good fortune that за то, что нам так посчастливилось. Вот такой преданный, как Мукунда Датта, да, вот он желает освобождения для других душ. Vasudeva Datta. Васудева Датта. И Господь слышит его, но вот чего стоит подобное желание, если оно возникает в сердце простого преданного, который, может, там не сильно,
нечистого He преданного. has this desire, so that the others will be purified. And definitely the Lord could hear him, right? Could reciprocate with his feelings. But what if an ordinary devotee desires the same? Would he get an answer from the Lord? Well, Lord would help him to change the lives of others. Да, конечно, Господь поможет ему изменить жизнь других к лучшему. Maybe not to the same extent as Vasudeva does. Может быть, не до такой степени, ну, не так они очистятся, как если бы при желании Васудевы дать. But still, devotees who are serious and desire to help others, they can change the lives of others. Но если преданные, серьезные, и они действительно хотят помочь другим, то это произойдет. Они помогут другим людям. And if many devotees have similar desire, then it could have a big effect. А если у многих преданных будет подобное желание, то, соответственно, и результат будет большим. I mean, already there's a big result, isn't it? На самом деле уже сейчас мы видим, что результаты очень огромные. Of course, Srila Prabhupada, he had a very big desire to На spread. самом деле у Шрилы Прабхупады было огромное желание распространить сознание Кришны. Just I was reading today the book about the beginning of Hare Krishna In Russia? in Russia. Сегодня я читал книгу, где говорится о том, как зарождалось наше движение, как зарождалась проповедь в России. So the book begins by in the first chapter explaining how Srila Prabhupada often thought about Russia. И в первой главе этой книги говорится о том, как на самом деле Шрила Прабхупада часто задумывался о проповеди в России, часто думал о России. Even back in the early days when he began back to Godhead in the 1940s. Даже в 40-х годах, когда он только еще писал журнал «Обратно к Богу», He would write things about Russia, Soviet Union, and how Krishna consciousness should spread to this country and also to many other countries. он писал о том, как было бы здорово, если сознание Кришны распространится в Советском Союзе, то есть он писал о Советском Союзе. And he had strong desire to visit also. И у него было очень сильное желание приехать, посетить эту страну. And somehow there was contact with this Professor Katowski. Каким-то образом был налажен этот контакт с профессором Котовским. Prabhupada became fired up to come. И Прабхупада очень вдохновился, он очень захотел приехать. Came on a 5-day tourist visa. Он приехал на 5-дневной туристической визе, по 5-дневной визе. But we see that the power of his desire to give Krishna consciousness to people in Russia and people in other countries as well. And the result is that so many people have taken to spiritual life. Но мы можем понимать, насколько же сильно Шрила Прабхупада хотел распространить сознание Кришны в России. И как бы в отклик на это желание вы видите, что так много сейчас преданных, так много людей, которые интересуются сознанием Кришны. Here and in other countries also. И здесь, и в других странах. He wanted to give mercy to everyone. Он хотел всех одарить своей милостью. So even if we have just a small percentage of the desire of Srila Prabhupada, если у нас в сердце есть хотя бы маленькая толика того сильного желания, как у Шрилы Прабхупады, and we try our best to preach Krishna и consciousness, мы делаем все от нас зависящее, чтобы проповедовать сознание Кришны, definitely many people will be interested and attracted. совершенно естественно, что многие люди будут заинтересованы и привлекутся. Will have effect. То есть будет определенный эффект. В Бхагавадгите Кришна говорит, как он проявляется в материальном мире, чтобы можно было его узнавать. А как проявляется в материальном мире Шримати Радхарани? In Bhagavad Gita, Krishna says how he is manifested in this world, and we can understand him. But how is Srimati Radharani manifested in this world? Srimati Radharani is always with Krishna. Шримати Радхарани всегда с Кришной. Wherever Krishna is, Radharani also. Где бы ни находился Кришна, там и Радхарани. Radharani is the personification of devotional service. Радхарани – это олицетворение преданного служения. Krishna, he is not alone. Кришна никогда не бывает один. He's always with his eternal consort, his internal energies.
Он всегда в обществе своей вечной энергии, своей вечной супруги. So Radharani is, of course, manifested in so many deity forms. Радхарани проявляет себя в многочисленных формах божеств. We're always worshipping Radha Krishna, Radha Govinda, Radha Madhava. Мы всегда поклоняемся и Рада Кришне, Рада Говинде, Рада Мадхаве. And she's present in devotional service, in the devotional service of the devotees. Она присутствует в преданном служении преданных. And she always wants to bring devotees closer to Krishna. И она всегда стремится привести преданных ближе к Кришне. I remember Srila Prabhupada visited the Bury Place Temple in central London on Radhastami 1973. Я помню, в 1973 году Шрила Прабхупада приехал в храм на Берри Плейс, это в Лондоне, в центральном районе. And Srila Prabhupada, Приехал на Радхаштами. in his lecture, he said, Radharani is especially merciful. She's even more merciful than Krishna. И он сказал в своей лекции, что Радхарани особо милостива, она даже более милостива, чем Кришна. And she wants to bring devotees to Krishna. И она хочет привести преданных к Кришне. And she introduces devotees to Krishna, saying, this is a very nice devotee. This devotee is even better devotee than I am. И она приводит такого преданного и представляет его Кришне. Это очень хороший преданный, он даже лучше меня. So therefore, Prabhupada, we should always offer flowers to Radharani. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, мы все время должны предлагать цветы Радхарани. And pray for her mercy. И молиться о ее милости. And that's why the inhabitants of Vrindavan also, they always saying Jai Radhe, Jai Radhe. И вот почему жители Вриндавана постоянно говорят Джай Радhe, Джай Радhe. They pray for the mercy of Radharani, because by the mercy of Radharani one can get the mercy of Krishna. Они молятся о милости Радхарани, потому что по милости Радхарани можно обрести милость Кришны. Hare Krishna. So thank you all very much. Спасибо вам всем очень большое. It's been very inspiring for me to visit ISKCON Novorossiysk Я очень вдохновился, посетив российский храм. and have the association of so many devotees. И вдохновился общением таких замечательных преданных. So I'd like to wish you all success. Я хотел всем вам пожелать успеха. May Sri Sri Nittai Satchinandana bless and protect you all. Пускай Шри Шри Нитай Сачинандана благословят и защитят всех вас. Hare Krishna. Sri Sri Nittai Satchinandana ki. Shrila Prabhupada ki. Samaveta Bhakta Vrinda ki. Nittai Gaura Premanandi.